Здравствуйте! Хочу с вами поделиться информацией и некоторыми нюансами по такому вопросу, как открытие фирмы в Беларуси. Итак, вы решили создать фирму. С чего же начать? А начать надо с выбора формы. Что именно вы будете создавать? Частное предприятие, ООО или акционерное общество? В одном из своих видео я сравнивал между собой все эти три формы. Следующий шаг – согласование наименования. Это отдельная процедура, при которой один из учредителей или доверенное лицо лично обращается с заявлением в регистрирующий орган. И сотрудник данного органа прямо при вас проверяет варианты предложенных наименований и, если все окей, то выдает на руки соответствующую справку, которая действует 1 месяц. Граждане Беларуси и иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Беларуси, могут согласовать наименование, не выходя из дома, через веб-портал, заполнив соответствующую форму на сайте. Ответ о согласовании наименования придет вам на электронную почту. Ссылку на сайт для согласования наименования вы сможете найти в описании к данному видео. Затем необходимо определиться с юридическим адресом. Если вы в итоге решили создать частное предприятие, то при определенных условиях юридическим адресом может служить и адрес вашей прописки. Но имейте в виду, что плата за коммунальные услуги существенно увеличится. Следующий шаг – это подготовка необходимых документов. Такие документы, как решение единственного учредителя или протоколы собрания учредителей, в которых указано, что принято решение создания организации, а также утвержден устав, определен размер уставного фонда, сформированы органы управления и кто в итоге будет руководителем фирмы. Далее происходит подача всех документов, необходимых в регистрирующий орган. В какой именно регистрирующий орган надо подавать документы, зависит от юридического адреса и состава учредителей. Например, если юрадрес в Минске, то независимо от участников регистрировать будет фирму Минский горисполком. А вот если юрадрес в Минской области, то подавать документы надо в соответствующий районный исполком области. Но это при условии, что нет иностранных учредителей в составе. Но если у вас есть хоть один учредитель, иностранец, то в этом случае документы на госрегистрацию уже надо подавать в Минский областной исполком. От регистрирующего органа зависит, на какой расчетный счет необходимо оплачивать госпошлину за госрегистрацию. Размер госпошлины составляет одну базовую величину, которая на момент записи данного видео составляет 27 белорусских рублей. Можно зарегистрировать фирму и не оплачивая госпошлину. Для этого документы на регистрацию подаются через веб-портал, но для этого у учредителя должна быть оформлена электронная цифровая подпись. А если учредителей несколько, то остальные должны на данного учредителя оформить у нотариуса доверенность. После регистрации фирмы на вашу электронную почту придет свидетельство о госрегистрации и устав, подписанный электронной цифровой подписью регистрирующего органа. И что самое парадоксальное, вам надо эти документы распечатать и сходить с ними в регистрирующий орган и поставить на них соответствующую удостоверительную надпись в виде специального штампа. Поэтому, на мой взгляд, нет особого смысла в регистрации через веб-портал. Так же, как нет его и при регистрации через нотариуса. Да, вы можете взять необходимые документы, пойти к нотариусу, подписать их у него. Затем нотариус сам подает эти документы через веб-портал. После регистрации документы направляются нотариусу, который вы у него получите. Но выходит, что через нотариуса фирма будет зарегистрирована не сразу, и документы вы получите через день или два, когда вы во второй раз придете к нотариусу. Поэтому нет ничего лучшего, чем по старинке взять документы и пойти в регистрирующий орган. С собой вы берете паспорт, заявление о госрегистрации установленной формы, которое уже должно быть заполнено, но не подписано, так как подписывать его все учредители будут в присутствии сотрудника регистрирующего органа. Устав в 2 экземплярах уже подписанный, электронную версию устава, записываете устав на диск или флешку и обязательно в формате DOC или RTF. Оригинал платежного документа об оплате госпошлины, но если вы платили госпошлину через РИП, то документ не нужен, но надо знать, советую знать, номер операции в ЕРИП. Это все документы, если учредителем являются граждане Беларуси и подают они их лично. В вашем присутствии сотрудник проверяет документы, вносит данные в единый государственный регистр
и выдает вам свидетельство о госрегистрации и один экземпляр устава со штампом присвоенного номера фирмы в ЕГР. Все. Фирма зарегистрирована. Можете начинать деятельность для извлечения прибыли, чего вам искренне и желаю. Удачи вам и до новых встреч!